Вечером пошел дождь. Крупные капли застучали по тропической листве, а небо полностью затянуло тучами. Вода падала на землю и тут же испарялась, образуя клубы пара. Дышалось тяжело, казалось, в воздухе больше воды, чем кислорода. Неро только что вернулся с охоты и, хромая, тащил за рога крупное животное. Кровь капала в густую траву, скатывалась по ней, сливаясь с дождевой водой и исчезала во влажной почве. Нула планировал разделать тушу и приготовить что-нибудь на ужин, а оставшееся мясо отдать Орсе, которая еще не вернулась со своей охоты и уже больше суток пропадала в зеленых лесах. Он не волновался за своего зверя, она могла выжить в сложных условиях этой планеты. Орса охотилась и ела все и всех размеров, при этом аппетит у нее был отменный. Неро разместился на небольшой лужайке рядом с космолетом. Его куртка и летный костюм были в крови животного. В этот раз он не переоделся для охоты, как делал это раньше, так как в любой момент нужно было улетать с планеты. Нула снимал ножом шкуру с туши убитого хищника. Он не часто охотился, так как считал, что вмешиваться в природу той или иной планеты не следует. Это могло нарушить ее равновесие. Но вылет с Люмы пришлось сделать экстренно, и закупку пищи Неро не успел осуществить. Теперь оставалось только самому добывать себе еду, охотиться или собирать съедобные фрукты и орехи. Этот вид хищников назывался энтро, и здесь, на Кломее, их популяция была огромной. Нога сильно болела, но Неро не обращал на это внимания и разделывал тушу, как вдруг на его наручном компьютере появилось оповещение радара Утопии. Он с испугом посмотрел на маленький треснувший монитор. Радар засек корабль, входящий в атмосферу Кломея. Нула отбросил тушу в сторону, сунул нож за пояс и поднялся на ноги, всматриваясь в темное небо, затянутое тяжелыми дождевыми облаками. Время было мало. Он проковылял по подъемнику вверх и открыл шлюз корабля. Утопия. Дай координаты шаттла, вошедшего в орбиту Кломеи. Рассчитай скорость и время до нашего местоположения. Компьютер начал загружать данные на большой монитор. Скорость 400 км в час. Координаты непостоянные. Время прибытия в точку А около 15 минут. Нула был уверен на все 100%, что это корабль Стиксов. Астриец выскочил на подъемник и стал всматриваться в темноту, ища глазами Орсу, но его зверя нигде не было. Он тихонько подозвал ее, но из зарослей никто не откликнулся. Нула не хотел ее оставлять здесь на планете одну, хотя знал, что Орса не пропадет, и он сможет ее забрать через некоторое время. Нужно было взлетать, но Неро все тянул. «Малышка, иди ко мне, хватит охотиться, Орса!» Но лес молчал, и никто не вышел к нему. Неро посмотрел наверх. В темном небе он смог увидеть приближающийся корабль, хоть он и был почти невидимым и не имел никаких габаритных огней, но свет от двигателей все же можно было различить. Неро вернулся в Утопию, закрыл шлюз, подтолкнув его рукой в том самом месте движения, где он обычно заедал, и поспешил в каюту корабля. «Утопия, взлетаем!» Отдал он распоряжение компьютеру. Двигатели готовы. Через мгновение сообщила Утопия. Хотите перейти на автопилот? «Нет, не хочу». Неро пристегнулся в кресле ремнем и уверенно взялся за старенький штурвал корабля. Космолет слегка тряхануло, когда подпорки оторвались от поверхности и убрали специальные пазухи внешних отсеков. Неро потянул штурвал на себя и начал набирать высоту, а затем резко развернул челнок, уходя назад между деревьями. Пролетев немного, огибая высокие макушки деревьев, лес закончился. Внизу зиял черной пропастью обрыв, на дне которого протекала горная река, слабо отражая свет от двигателей Утопии. Нула ориентировался хорошо в этой части планеты, но сейчас он следил за картой рельефа на мониторе. Она выдавала четко все нюансы скалистого берега. Корабль нырнул резко вниз, вдоль вертикального склона. На радаре позади появился шаттл преследователя. Он был уже совсем близко. Астриец опустился еще ниже, чуть ли не касаясь брюхом челнока воды. Он внимательно следил за рисунком ландшафта, ища на нем тот самый выступ скалы. Вскоре Нула смог его различить и, прижав корабль к воде,
что слегка затруднило его движение и снизило скорость, повернул за выступ в пещеру. Она была широкая, но внутри ее стены постоянно меняли свое очертание. Приходилось поворачивать космолет, чтобы не повредить крылья о выступы. Пещера поднималась вверх, сильно сужаясь. Корабль набирал скорость и высоту. Вскоре бледным светом замерцал выход, и Неро последний раз развернул челнок боком, чтобы легко обогнуть валун. Корабль гудел, а Нулу вжала в кресло пилота от перегрузки, но он продолжал держать максимальную скорость. Легко проскочив массивный камень, закрывающий выход, корабль взмыл в кобальтовое небо. Неро был доволен собой. Он посмотрел на радар, преследователя нигде не было. Видимо, Стикс не смог сориентироваться в ландшафте Кламеи и отстал. Как вдруг его размышления и минутную радость прервал сильный толчок в бок корабля. Повреждена турбина, сообщила Утопия. Нет, делаем ускорение на оставшихся 3 турбинах и гиперподъем в 6-ю галактику. Гиперподъем отклонен, высота недостаточная, необходимая скорость для гиперрежима не достигнута. Следующий удар пришелся в середину космолета. Утопию сильно затрясло, и она стала еще стремительнее терять высоту. Компьютер сообщил, что поврежден корпус и оба правых крыла. Выход на орбиту невозможен. Неро почувствовал сильный едкий запах. Корабль загорелся. Включилась аварийная сигнализация, а на приборной панели загорались различные датчики, оповещая о выходе из строя двигателя, нарушении герметизации, гравитационного поля, отказа навигационной системы, но Нула на это уже не обращал внимания. Он пытался хоть как-то выровнять и посадить космолет, но его только трясло, и он становился все более неуправляемым. Воюя со штурвалом и ругаясь последними словами, Нула все же смог положить челнок брюхом на ровное горное плато, пропахав мокрый верхний слой почвы. Корабль крутило из стороны в сторону. Монитор погас. Неро, проклиная все на свете и в первую очередь расу Стиксов, бросился к шлюзу. Бок корабля был сильно искривлен, а шлюз заело при открытии. Нула протиснулся боком между металлической конструкцией и упал вниз на разрыхленную и грязную поверхность Кламеи. Резкая боль в левой ноге напомнила ему о сегодняшней охоте. Он осмотрелся по сторонам. Подъемник от корабля валялся метрах в 100. Вдруг резкий свет ослепил Неро. Он вздрогнул от неожиданности. Глаза перестали что-либо видеть. Нула выставил вперед руку, пытаясь загородить источник света, но он был таким большим и ярким, что это не помогло. Тогда он вслепую рванул вбок, где, по его предположению, был склон, ведущий к горной реке. Астрид сбежал, спотыкаясь, абсолютно не видя куда. Вдруг ровная земля ушла из-под ног. Нула шлепнулся на спину и покатился по мелким камням, обдирая свою куртку и летный костюм. Здесь уже было темно, и глаза снова смогли видеть. Склон был крутым и каменистым, и дабы не разбиться, Нула начал тормозить ногами и руками, стирая до дыр перчатки. Астрид огляделся по сторонам. Совсем рядом в темноте был массивный скалистый выступ. Неро осторожно, чтобы не создавать лишнего шума, смог перебраться под этот выступ. Свет прожектора на корабле Стикса погас, и небо над обрывом снова погрузилось во тьму. У тебя нет больше корабля. Тебе не уйти с этой планеты. Я выслежу тебя и убью тебя и твою Орсу. Раздался голос сверху. Сомнений не было. Это был Аспид Сетх, тот самый Стикс, которому Орса откусила руку. Неро прижался спиной к скале. Он надеялся на небольшой перерыв в погоне. Нога ужасно болела, спина явно была ушиблена, а весь летный костюм был ободран и запятнан еще свежей кровью Энтры. Но нужно было двигаться дальше. Неро начал осторожно спускаться к реке, стараясь как можно меньше создавать шума. Он знал, что все высшие расы имели приблизительно одинаковые особенности своего организма. Сетх, так же как и сам Нула, не переносил яркий свет, но у него был шлем кацидианского вука, который, видимо, компенсировал ему это неудобство. Поэтому ослепить Неро ярким прожектором было придумано весьма умно. Еще Астрид знал, что сканер по ДНК всегда будет выдавать Сетху его точное положение на Кламии, да и вообще где угодно, поэтому рано или поздно он его найдет. Так всегда и велась ликвидация.
Стикс будет гнать его по тропическим лесам, пока Нера обессиленно не упадет, задыхаясь от нехватки воздуха и усталости. Но любой шанс выжить был уже неплох. Астриец брел, спотыкаясь вдоль реки. Было темно, а небо освободили тяжелые тучи, и теперь на Кламею смотрели далекие звезды. В этот момент очень хотелось оказаться где-нибудь там, среди этих звезд в космическом пространстве, оставив всю эту дурную историю позади. Дорога была тяжелой, хотя и вела все время вниз. Постоянные камни замедляли движение. К концу ночи берега стали более пологими, с бурной растительностью, а река из небольшого горного ручья превратилась в широкий и мутный спокойный поток. В голове не было никаких мыслей. Нера шел, прислушиваясь к звукам и оглядываясь по сторонам. Мокрые светлые волосы растрепались и выбились из когда-то туго затянутого узелка на затылке и теперь прилипали к лицу и шее. У него еще был нож. Нужно было что-то съесть и немного отдохнуть. Нера свернул от реки в заросли и пошел вглубь леса, наступая еле слышно на зеленый ковер под ногами. Охотиться лучше всего было в лесу, среди зарослей. К реке животные выходили с опаской, так как это было открытое пространство, и они могли стать легко жертвой друг друга. Кругом щебетали птицы, порхали с ветки на ветку, совсем не пугаясь чужого присутствия. Нера планировал поймать небольшое животное или найти хотя бы какие-то фрукты, чтобы утолить голод. Вдруг все затихло, и Нула остановился, прислушиваясь. В зарослях впереди кто-то был. Нера достал нож и приготовился. Листва заходила ходуном, и перед ним появилась огромная энтра. Увидев его, она склонила рогатую голову и оскалила зубастую пасть. Нула собрал последние силы и сделал бросок на хищника. Энтра кинулась на него, широко расставив в прыжке передние лапы с острыми когтями. Нера молча бежал на нее, стиснув зубы, сильно сомневаясь, что все получится. В последний момент, упав на спину и зажав обеими руками нож, он вонзил его прямо в грудь животному, которое в тот момент пролетало над ним. Нож пропорол грудную клетку и брюшину, а зверь издал жалобный визг и рухнул на землю. Нула перевернулся на бок и, превозмогая боль в ноге, поднялся. Готовить мясо не было времени, поэтому Нера с трудом перевернул тяжелую зверюгу и, распоров грудину, ножом достал огромное двойное сердце. Руки были в крови. Летный костюм и когда-то песочного цвета куртка от его биолого-исследовательской компании окрасились в темно-бурый цвет. Нера сел, прислонившись спиной к мохнатой туше, и начал жевать упругую мышцу. Зубы были острые, как и у всех высших рас, поэтому сырое мясо ему легко удавалось откусывать и разжевывать. Другое дело вкус. Нера никогда раньше не ел сырое мясо. Он не знал, как отреагирует его организм, но нужны были силы, чтобы двигаться дальше, а за 6 дней полета он еще ничего не ел. Высшие расы вообще не нуждались в частом приеме пищи, но все же недельный перерыв без поглощения энергии был уже почти критичным. Нула глотал большие куски, подавляя рвотный рефлекс от запаха и вкуса крови, пока его совсем не замутило. Тогда он поднялся на ноги, откинув в сторону недоеденное сердце энтры, закрывая тыльной стороной руки рот и сдерживая желание выплюнуть все на землю. Когда эти позывы прекратились, Нера отправился дальше вглубь леса, держа нож наготове. Наступил день. Дождя не было, но было сильное испарение. После небольшого отдыха Нера срезал с высокого куста сладких и водянистых фруктов и съел их. Вкус крови и сырого мяса больше не чувствовался. Силы прибавились, и он шел, раздумывая, как ему действовать дальше. Однозначно, что на Кламее Сетх его настигнет. Нужно было убираться с планеты. Один единственный корабль был у Аспида, и нужно было им воспользоваться. Нера никогда не летал на таких, но надеялся, что принцип управления на современных военных космолетах не сильно отличается от его старой утопии. Значит, нужно рискнуть и попробовать угнать этот корабль.
Лес становился все непроходимее. Нула приходилось подлезать под зарослями растительности и все чаще использовать нож для срубания мелких лиан и веток, чтобы продвигаться вперед. Кругом галдели пестрые птицы. Несколько раз он встречал мелких хищных зверей, которые испуганно убегали от него, прячась в зелени леса. Неро шел, не делая перерывов. Лишь иногда останавливался и прислушивался, пытаясь в шуме леса услышать что-то постороннее, говорящее о приближении опасности. Его не покидало чувство, что преследователь двигается по пятам. К вечеру снова пошел дождь. Под ногами все размякло и образовались грязевые лужи, в которых утопали ботинки летного костюма. Неро начал подниматься вверх, по склону. Дождь заливал лицо, а куртка с капюшоном уже не спасала от крупных капель дождя. Вскоре подъем стал очень крутым, приходилось цепляться руками за корни растений и толстые ветви, чтобы не скатиться обратно. Потоки воды крупными и быстрыми ручьями неслись вниз, земля оползала под его ногами. Неро надеялся, что такая погода и подъем затруднит преследование, но сильно на это не уповал. Он забрался на высокую гору к ночи и устало облокотился на толстое дерево и осмотрелся. В темноте перед ним открывался лес, макушки деревьев и где-то далеко река, от которой он начал свой путь прошлой ночью. Неро внимательно изучал взглядом заросли внизу, пытаясь увидеть хоть какой-то отблеск огня от шлема Аспида, но ничего не смог различить. Он перевел взгляд на реку, размышляя, где Сетх мог оставить свой корабль. Мест было немного для посадки такого большого челнока. В основном они были на ровном плато, как то, на котором прошлой ночью Нула оставил свой корабль, или в разливе реки. Скорее всего, Аспид уже успел переставить свой корабль, но куда? Где-то внизу взметнулись птицы, и черным рваным силуэтом, отделяясь от темных крон деревьев, поднялись в воздух над лесом. Видимо, их спугнули, и они поспешили скрыться. Неро устремил свой взгляд вниз, в то самое место. Там среди деревьев было движение, а затем короткая вспышка огня, и тишина объяла лес. Нула знал, что хищники выходят ночью на охоту, и в лесу небезопасно, но даже они не остановят его преследователя, а между тем расстояние сократилось. Австриец неохотно отлип от дерева и направился вдоль склона. Нужно было двигаться дальше, чтобы не попасться Стиксу. Здесь было меньше деревьев, и идти было проще, чем в лесу внизу. Нула сильно устал, в голове растекались мысли, а он все никак не мог придумать, как выяснить местоположение корабля легионера, чтобы его украсть. Наручный компьютер, не имея связи с Утопией, перестал работать. У Неро не было радара, поэтому определить место шаттла Сетха он не мог. Нула отлично осознавал, что если его план осуществится, то какую ненависть и злость обрушит на него Аспид, но это не имело значения. Важно было выиграть время и убраться с планеты. Неро медленно двигался, прихрамывая на левую ногу и цепляясь руками за деревья, чтобы не соскользнуть вниз с обрыва. Постепенно в его голове начал созревать план. Необходимо такое место, куда можно добраться только на космолете. Тогда Сетх сам доставит шаттл к нему. Но Нула не был в этом уверен полностью. Вдруг Аспид не поведется на это и решит добраться сам, не используя челнок. Он все же воин, и преграды ему нипочем. Неро еще раз посмотрел на реку внизу и изменил свой маршрут. Попробовать стоит. Нула знал такое место. Это была скала с плоским выступом, на который как раз мог опуститься шаттл такого размера. Однажды он уже сажал туда свою утопию, когда изучал скалистый массив и микроорганизмы, обитающие в пещере над этим выступом. Австриец повернул от обрыва и снова начал подниматься вверх. К концу ночи дождь усилился, а деревьев стало гораздо меньше. Теперь в этой местности преобладали невысокие растения с цепкими корнями. Позади послышалось ворчание. Неро остановился и повернулся. Здесь среди камней и скалистых образований хорошо было видно приближение любого хищника, но Неро не спешил доставать нож. Он знал, что так ворчит только его Орса. Ну и где ты была все это время? Я мог улететь без тебя. «Да», – проговорил он в темноту, как вдруг из-за валуна появилась знакомая морда.
Огромная Орса радостно рванула к хозяину и стала как кошка тереться, выгибая длинную спину и сильно толкая Нера в бок. Астриец потрепал мокрый мех своего зверя. Здесь, на Кламее, Орса предпочитала быть максимального размера. Ее холка достигала пояса Нера, а голова могла спокойно дотянуться до плеча. На планете было полно крупных хищников, и Орса была крупной. Она шла рядом, мягкой пружинистой поступью, легко преодолевая подъем вверх, прыгая по камням и выступам скалы. Нера же начал взбираться, помогая руками, опасаясь сорваться вниз и надеясь, что этот путь пешком не сможет преодолеть Аспид. Нула не оглядывался больше назад, скала была очень крутая, и одно неловкое движение могло закончиться падением. Он следовал за Орсой, которая как будто поняла замысел хозяина и двигалась легко вперед, выбирая удобный маршрут. Нера всегда удивляла, насколько это животное хорошо его понимает. Порой казалось, что она считывала его мысли. Поднимаясь вверх, зверюга иногда меняла размер, чтобы уместиться на каком-нибудь небольшом камне, и продолжала путь дальше. Нера в такие моменты очень завидовал своему питомцу, так как ему приходилось гораздо сложнее. Чем выше они поднимались, тем сильнее был ветер, а капли дождя хлестали со всех сторон, заливая глаза и делая подъем еще сложнее. Даже через перчатки Нера чувствовал, как на руках появляются ссадины и мозоли от постоянных острых камней. Пройдя большую часть пути, он остановился и прижался плотно к скале. Решил сделать небольшой перерыв. Орса маленьким горностаем легко скользила вверх между камнями, не думая даже делать остановки. Нера чувствовал ужасную усталость, руки болели, спина раскалывалась от падения прошлой ночью, а левая нога явно была повреждена сильнее, чем он предполагал. Во всяком случае, голень в высоком ботинке опухла. Он повернул слегка голову и посмотрел вниз. Высота была большая. Страшно было предположить, что он проделал такой путь пешком, без страховки, будучи в здравом уме. Нула отлично видел ночью, но темный силуэт преследователя различил не сразу. Видимо, сказывалась усталость. Стикс был далеко внизу, там, где подъем был еще совсем маленьким. Его шлем не полыхал огнем, и среди невысоких деревьев различить его было сложно. Преследователь стоял и смотрел на скалу, по которой делал свое восхождение Нера. Глаза мерцали красными угольками, а поза выдавала его озадаченность. Видимо, Сет был в раздумье – подниматься следом или же ждать свой шаттл. Нера отвернулся и продолжил подъем вверх. Он не знал, сколько потребуется времени на прилет челнока, но время было на исходе. Нужно было скорее подняться наверх и там дожидаться Аспида. Если получится, то он сможет его убить, скинуть со скалы. Здесь план у Нера весьма был смутным. Главное, любыми средствами попасть на корабль и покинуть Кламею. Выступ скалы, похожий на большой стол, уже был совсем близко. Оставалось только зацепиться за него руками и подтянуться. Нер схватился за край одной рукой и оттолкнулся ногами, но камень не выдержал и с шумом сорвался вниз. Ноги соскользнули, и под ними ничего не осталось, кроме черной бездны. Сердце бешено ударилось о грудную клетку, в панике пытаясь выпрыгнуть и добраться до безопасного места. Астриец схватился за скалу второй рукой, закрыл глаза и попытался успокоиться, сосредоточиться и не паниковать. Он сделал вдох и выдох, но паника не отступила. Руки в плотных перчатках ужасно болели и начинали соскальзывать. Сверху раздалось фырчание. Нера открыл глаза. Орса склонила голову и схватила зубами рукав куртки, удерживая его от падения. Другой рукой Нера смог дотянуться до мокрого и густого меха на шее Орсы и крепко вцепиться в него. Животное попятилось назад, помогая астрийцу подняться на ровную поверхность скалы. Оказавшись на ней, Нера перекатился на спину и на мгновение остался так лежать, тяжело дыша и глядя в темное небо. Он не представлял, что будет дальше. Орса лизнула его лоб мягким фиолетовым языком и села рядом, ожидая дальнейших действий от хозяина. Нера поднялся на ноги и направился в сторону пещеры, в которой когда-то собирал образцы микрофлоры. Здесь было совсем темно, а струи дождя не проникали. Нера опустился за большим камнем у входа в пещеру, так, чтобы его было не видно с ровной площадки, а Орса села рядом, прижавшись к нему. С этой позиции он мог наблюдать за выступом, скрываясь от ветра и дождя.
Нула ждал. Сетх мог появиться в любую минуту. Даже если легионер начнет подъем пешком, рано или поздно он окажется здесь, и Нера попробует его убить, а потом найдет корабль в лесах Кламии. Но Астриец склонялся к тому, что Аспид не будет себя так выматывать и поднимется на космолете. Время тянулось в напряженном ожидании, как вдруг из пропасти возник черный корабль. Аспид не стал его сажать на ровную платформу, а оставил в воздухе. Турбины низко гудели, подъемник опустился, состыковавшись со скалой, и из открытого люка вышел его преследователь. Нера осторожно выглядывал из-за камня, отмечая про себя, что положение корабля весьма удачное. Аспид не сможет использовать сигнальные прожектора, чтобы ослепить его, а сам корабль уже активирован, так что, если в него попасть, то можно будет сразу стартовать. Сетх спустился на каменистый выступ, длинные пряди, спадающие из шлема, пылали огнем, как и глаза, которые превратились из тлеющих угольков в целый пожар. В руке он сжимал копье, переливающееся цветами раскаленной лавы. Нера не спешил выходить. Он достал нож и посмотрел на него с грустью. Это единственное его оружие, и шансов было не так много. Возможно, это глупость, которая не закончится ничем хорошим, и летального исхода не избежать. Но все же внутри него была надежда, и просто так сдаваться Нула не хотел. Может быть, упасть со скалы и разбиться во время боя было бы куда более гуманнее, чем попасться Сетху, и неизвестно, сколько легионер будет мучительно вытягивать из него жизнь. Орса, будь тут, постарайся, чтобы тебя не убили. Он поцеловал ее в широкий мокрый нос, Орса прижала острые уши к голове и виновато посмотрела на хозяина. Прощай. Нера поднялся на ноги, сжимая в правой руке большой острый нож, и вышел из-за камня навстречу Аспиду. Легионер находился в центре плоской скалы. Он стоял, держа копье наготове, а за ним оставался открытый шлюз корабля. Дождь продолжал лить, скатываясь серебристыми струями по его черному летному доспеху. Нера уверенно и быстро направился к нему, держа наготове острое скромное оружие. Когда он приблизился и замахнулся, Сетх сделал выпад вперед, пригнувшись и отстранившись от удара. Он направил копье вниз и попытался сбить Нера с ног. Астриец с трудом увернулся. Сильная боль в раненой ноге не давала возможности свободно двигаться. Нула попробовал нанести удар сбоку. Нож скользнул по руке, облаченный в панцирь, не оставив даже и следа. В этот момент Нера остро осознал, что это оружие абсолютно ему не поможет в битве, и идея завладеть шаттлом равносильна самоубийству. Плотные пластины покрывали весь летный костюм легионера, поэтому ранить или нанести вред было практически невозможно. С таким же успехом можно было бы сражаться с каменным изваянием. Но Нера заметил, что не везде пластины имеют сплошной покров. Видимо, это было сделано для удобства движения легионера. Надежда загорелась маленьким светлячком в сознании Нулы. Аспид сложил копье, чтобы развернуть его и направить в Нера. Огненное острие рассекло воздух в паре сантиметрах от его бока, оставляя след от испаряющегося дождя. Аспид снова сложил огненное лезвие, а когда Нула попробовал нанести еще один удар ножом, перекинув его в левую руку и метясь между пластинами, Сетх успел схватить его за запястье. Ноги Нера поскользнулись на гладкой каменистой поверхности, и он неуклюже упал. Аспид ловко обошел его сзади и приставил длинное копье к шее, прижал Нера к себе на уровне груди и начал душить. Копье было горячее, и чем дольше он находился в этом капкане, тем горячее оно становилось. Казалось, что оно чувствовало смерть, а огонь в нем рвался заполнить свою жертву. Нера все еще сжимал нож в левой руке. Лезвие сверкнуло в тусклом ночном свете и вошло во что-то мягкое. Стикс зашипел. Видимо, нож попал между пластин его доспеха, и он ослабил хватку. Нера вырвался и побежал вперед, к открытой двери шаттла. Но не успев сделать и 3 шагов, его схватили за капюшон куртки и с силой рванули назад. Нера услышал шум трескающейся ткани и в следующий момент упал спиной на мокрую поверхность скалы. Дыхание сбилось от удара, а нож вылетел из рук и со звонким эхом исчез в темноте обрыва. Сетх стоял над ним. Он достал из кобуры на бедре массивное оружие. Нера в испуге смотрел на него, в голове проносились мысли со скоростью света. Он понимал, что это оружие точно не ликвидатор, но какой урон оно может принести,
при выстреле Неро не знал. Нащупав рукой массивный камень и схватив его, он метнул в шлем-маску Аспида. Тот сделал шаг назад, уворачиваясь от булыжника, а Нула, вскочив на ноги, рванул к открытому шлюзу шаттла. Неро был уже на половине пути, как в левую ногу что-то больно врезалось, но он все равно продолжал бежать, стараясь не обращать внимания на боль. Забежав на подъемник, он почувствовал, что левая нога начала неметь. Спотыкаясь, Неро поспешно проковылял в открытый шлюз и повернулся. Орса, вцепившись в руку, мотала Аспида по каменистой поверхности скалы, но вдруг, перехватив взгляд хозяина, отпустила легионера и бросилась к космолету. Она размашистыми прыжками преодолела это расстояние, перепрыгнув подъемник и забежала вовнутрь. Неро нажал кнопку закрытия шлюза, и дверь в ту же секунду сработала, скрывая от глаз скалу, дождь и размытый силуэт Сетха. Космолет был большой, но Неро без труда сориентировался, и, зайдя на мостик, управление тяжело облокотился, опустив обе руки в перчатках на гладкую черную поверхность панели управления. От его рук разошлись зеленые круги, словно от брошенных в воду камушков, и компьютер активировался. Система Оксиды готова к работе. Задайте маршрут. Неро тяжело дышал. Он чувствовал, что онемение поднимается все выше, словно парализующий яд сковывал его движение. Он попробовал сосредоточиться. Хума пронеслось у него в голове, планета, на которой процветала преступность и где можно было скрыться на какое-то время от преследования, хотя бы по причине ее дальности от всех остальных планет. Координаты приняты, Сообщил компьютер. Первая галактика, планета Хума. Планета Хума. Заторможенно повторил за компьютерным голосом Нула. Ускорение незамедлительно и переход в гиперпадение. Отключить синхронизацию с наручным компьютером. Данные приняты. Ускорение и переход в гиперрежим через 3 минуты. Система замолчала на мгновение и продолжила снова. Синхронизация отключена. Управление с наручного компьютера невозможно. Он убрал руки с черной панели и сполз вниз на пол каюты управления. Нула больше не чувствовал ни рук, ни ног, а его сознание начало отключаться. Веки стали тяжелыми, а глаза сами закрылись. Орса покрутилась рядом вокруг хозяина, подлезла под его голову, свернулась калачиком вокруг и тихо заурчала. Оксид сделал рывок вверх и исчез в темном небе, затянутом тяжелыми дождевыми тучами. Еще даже не выйдя на орбиту, корабль вошел в гиперрежим и начал падать в первую галактику, минуя все сканеры и радары, которыми его можно было засечь. Но Неро этого не знал. Он лежал на полу, его тело не подавало никаких признаков жизни, и только его верный зверь слышал слабое биение сердца под грязным и ободранным летным костюмом.